Нет ничего прекраснее, чуда и таинства продолжения жизни на нашей планете. Рождение ребенка святыни, которая дана природой человечеству в красоте женщины и ее способности к материнству. Силы зла не смыкают глаз и с дьявольским восторгом лупоглазыми зенками пялятся на это таинство, стремясь осквернить его и подчинить своим умыслам. Сегодня опасность грозит любой женщине детородного возраста, и, к сожалению, в этом замешаны люди Земли. Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня мы продолжаем публиковать секретные материалы из проекта «Дитя». Все страшные истории, которые мы уже успели обнародовать по данному проекту, вы найдете в разделе «Плейлисты. Проект Дитя». В целях безопасности нашего источника все имена изменены, а рассказу придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Стив Сандерс тщательно планировал предстоящую операцию, просчитывал нюансы, снова и снова обыгрывал все в аналитических программах, написанных специально для подобных случаев. Все сходилось воедино, но вычислительные мозги выдавали вероятность реализации не более 83%. Специальный агент оперативного отдела вновь пробежался по тексту приказа, присланного специальным курьером от его непосредственного шефа Джона Войтовича. Приказ. Ввиду полученных разведданных нам стало известно о серии экспериментов по гибридизации человеческих организмов Homo sapiens с инопланетными существами рептилоидного типа. В настоящее время эксперименты проводятся на территории Китая, провинция Аньхой. Из оперативных сведений получена информация о том, что первые опытные образцы гибридов запланированы к отправке на закрытую базу неподалеку от Харбина. Агентурные сведения подтверждают факт использования двух самолетов с перегрузкой на военном аэродроме в Паланхае. Таким образом, формируются три точки – Аньхой, Паланхай, Харбин. Приказываю совершить диверсионно-разведывательную операцию по изъятию гибридов и отправке их на территорию США для дальнейших исследований. Операцию и штат исполнителей проработать самостоятельно. Сандерс потер виски. Что ж, он был профессиональным диверсантом и был готов к выполнению операции любой сложности. Затем он и пошел на службу к Войтовичу. Со временем, став его пусть и не правой рукой во всех вопросах, но что-то около того. В дверь постучали. «Войдите». В кабинет вошла невысокого роста женщина, одетая в удобный, немного обтягивающий спортивный костюм. Лицо было серьезным, но в глубине взгляда искрились огоньки. «Старший сержант-инструктор Камила Гаруппе, я давно вас жду. Проходите». Женщина прошла и присела на стул, специально отодвинутый от стола Сандерсом. «Прибыло ваше распоряжение. Готова к выполнению задачи». Исполнительный тон сержанта-инструктора в женском обличии нравился Сандерсу. На реализацию 72 часа, отсчет времени с 8 утра завтрашнего дня. На ознакомление с планом операции 3 часа, на детализацию плана еще 5. Уложитесь?» Женщина кивнула. «Я частично ознакомлена с планом операции. У меня есть вопросы по отходу». Сандерс сел на свое место. «После реализации всех целей спецоперации вы будете эвакуированы транспортным вертолетом на территорию Дальнего Востока, России. Оттуда вас заберут вертолетами до Японских островов. Там вас будет ждать борт Министерства обороны США». Камила Гаруппе вскинула брови. «Русские?» Сандерс открыл пачку сигарет и протянул женщине. Та взяла. «Через Россию обещан коридор задействованной силы влияния в Москве. Ваша задача – доставить груз любой ценой хотя бы до территории на границе России и Китая. Параллельно с вами будет действовать группа прикрытия». «Так точно. Я могу идти?» «Да, с этого момента вы подчиняетесь непосредственно мне. Ваше подразделение». Женщина встала и пошла к выходу. Обернулась. 6 человек вместе со мной. Дождавшись ухода новоявленной подчиненной, Сандерс открыл сейф и вынул из него тонкую папку с выписками по личному делу сержанта-инструктора Камилы Гаруппе, 34 года. Выписка из личного дела. Зарекомендовала себя успешным выполнением сложных и особо сложных задач. Специальный центр подготовки сил специальных операций диверсионно-разведывательных сил США. Снайпер. Мастерски владеет холодным оружием, нунчаки-ножи. Патологически жестоко. Испытывает удовольствие от пыток. Готова жертвовать людьми в целях выполнения задач. Приписка к личному делу. В случае возможной профессиональной непригодности ликвидировать в соответствии с параграфом 12.2 протокола ликвидации сотрудников, прошедших специальную психологическую подготовку. Сандерс вспомнил ее глаза, милые щечки и морщинки вокруг глаз.
Все правильно, снайперша. Часто целится, вот и морщинки. А руки у нее все-таки были красивыми и довольно-таки милая попка для барышни в 34 года. Охрана перевалочного аэродрома в Паланхае была перебита в течение 12 минут. Камила Гарупа приказала своим людям действовать предельно жестоко, никого не стесняясь. Группа пулеметчиков потянула на себя основные силы охраны аэродрома, который, кстати говоря, охранялся дилетантами. По всей видимости, они не представляли, какой груз им доставят. Ну, или их просто использовали в темную. Оставшуюся охрану перебили в считанные секунды. Своих людей с дальней позиции прикрывала сама Камила, одетая в камуфляж и свою счастливую черную бейсболку. Момент был выбран идеально. Груз был доставлен из Аланхоя и ожидал дальнейшей отправки из Паланхая в Харбин. Необходимо было успеть до того, как китайцы прибудут за грузом для отправки уже в Харбин. «У нас полчаса, ожидаем прибытия эвакуационного вертолета. Все готово?» Один из спецназовцев толкнул внутрь небольшого помещения радарной башни двоих узкоглазых ученых в белых халатах. Один из них, пожилой, трясся и что-то бормотал на китайском. Второй, помоложе, смотрел дерзко, буквально сверля своими карими глазами женщину-командира. Камила взглянула ему прямо в глаза, снисходительно улыбнулась. «Старика подготовьте, заберем с собою. Объясните ему, чтобы быстро собрал всю документацию, у него 10 минут». Спецназовец стал что-то быстро объяснять старику-ученому по-китайски. Старичок послушно кивал. «А молодого?» Камила махнула рукой. «Расстрелять и поживее». Спецназовец вытолкнул старика в коридор, а после просто упер ствол пистолета в затылок молодому китайцу и нажал на курок. Камила улыбнулась, не скрывая удовольствия. «Рамос, со всех документов, которые возьмет наш послушный дедушка, сними цифровую копию. Камеру передашь мне в вертолете». Транспортник прилетел вовремя, и изнутра вертолета выбегали бойкие специалисты и техники, готовые вносить груз. Специальным грузом для отправки были 4 непрозрачные колбы со встроенными системами жизнеобеспечения и, как ни странно, беременная женщина-азиатка, которая также была заключена в горизонтальную колбу. Пленного старика-китайца Камила сама припроводила к вертолету. Операция шла по плану. Транспортно-грузовой чинок легко раскрутил лопасти и поднялся над аэродромом. Через 10 минут аэродром в Паланхае был сокрушен мощным взрывом термобарических зарядов, заложенных сразу же после уничтожения охраны. Из новостного таблоида КНР Гуанцзи Дутоу. Вчера пополудни мощный взрыв уничтожил аэродром в Паланхае, который использовался для переброски топлива и продовольствия в провинцию Аньхой. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка Цзиля-Уйгур. Наши корреспонденты передают с места событий. Остается ожидать от нашего правительства и Компартии Китая решительных действий по пресечению угрозы, которую нам несут радикально настроенные уйгуры. Камила пила пепси и смотрела на густые леса на границе Китая и России. Вертолет шел на максимально низкой высоте, так что можно было видеть, как сильные потоки нисходящего воздуха пригибали верхушки сосен. «Рамос, ты подготовил фотокопии?» «Так точно». Черноволосый боевик протянул женщине цифровую фото-видеокамеру, дисплей которой демонстрировал отснятые фото. Камила начала разглядывать фотографию за фотографией. На первом изображении можно было видеть отснятую фотографию из отчета. На ней медицинская палата, женщины с огромными противоестественно раздутыми животами. Между ними среди приборов находились ученые. Кстати, захваченный старичок тоже был среди них. На втором изображении в колбе, установленном под прожектором, можно было рассмотреть очертания ящероподобного существа с вполне нормальными человеческими младенческими руками. Изображение было смазано, наверное, Рамос в торопях не навел фокус. Впрочем, Камилу все это интересовало мало. Она выполнила основную задачу. Теперь этап эвакуации и прибытия на место. Нужно было подстраховаться. Она понимала, что всю операцию курирует непосредственно знакомый ей по оперативным сводкам и слухам, разумеется, Джон Войтович. Этот сукин сын славился неординарными действиями, не любил утечек информации. Камила понимала, что в данном случае она и ее люди и есть та самая утечка. Жизнь может измениться, или она просто перейдет окончательно под его начало, или ее ликвидируют вместе с ее людьми. Нужны были гарантии.
Камила достала коммуникатор и стала загружать все полученные сведения в облако, которое в случае ее смерти должно было распространить всю информацию как вирус в сети интернет. Это была ее страховка. Камила Гарупа не смогла доставить необходимые материалы и пленного профессора через отведенное на операцию 72 часа. Она просто пропала. Пропали все, кто сопровождал ее, включая сотрудников Центра специальных исследований, которыми командовал Войтович. Вне себя от гнева он тряс своего подчиненного Сандерса за шиворот в своем кабинете. «Это была сравнительно простая операция, твою мать! За всю реализацию ты отвечал, только ты! Я тебе сам лично поставлю к стенке! Понял меня? Что теперь докладывать? Мало того, что все пошло псу под хвост, а если наши люди засветились в Китае? Ты представляешь, какое дерьмо мы кинули на вентилятор? Точнее ты, блядь! Ты только его кинул!» Сандерс слушал своего босса, держа его за руки, сжимающие отвороты его рубашки. Джон, успокойся. Наши люди не могли засветиться». В этот момент в кармане Сандерса зазвонил телефон. Он оторвал руки Войтовича от себя и достал его. На дисплее небольшим шрифтом мерцало: «Камила. Проект Дитя. Похищение». У Сандерса пересохло в горле, и он нажал на дисплей и включил смартфон на громкую связь. «Слушаю. Камила, это вы?» В смартфоне прозвучало приторно-ласковое: «Здравствуйте, мальчики. Не ждали?» Выписка из отчета по проведению секретной спецоперации «Дитя. Похищение». При транспортировке материалов с аэродрома в Паланхае, а именно 4 зародышей гибридов от человека и рептильного гуманоида, а также одной женщины, используемой как инкубатор, произошло следующее. На границе Российской Федерации и Китая у женщины-инкубатора началось родоразрешение. Купировать процесс не удалось. В ходе родоразрешения инкубатор погиб. Была разорвана брюшная полость. Эмбрион пришел в себя в течение нескольких секунд после родоразрешения и напал на сотрудников и ученых. На борту вертолета был открыт огонь, повлекший за собой крушение. Мелким шрифтом. Эмбрион удерживается в статическом состоянии только в облаке газированного аммиака. Родоразрешение не было спрогнозировано. Специальный агент Камила Гарупа выжила после крушения. Она обеспечила полное уничтожение всех материалов, ликвидировала раненых и эвакуировала чудом выжившего китайского ученого, который согласился активно сотрудничать. Вся информация была предварительно залита агентом Гарупы на ее персональное облако. В настоящее время все данные предоставлены в аналитический отдел. Приписка от руки внизу отчета. Чертовски умная бешеная сучка. Сандерс потребовал отдать ее под его начало. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе «О канале». Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас, ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию, ведь люди должны знать правду.